Каждый год весной и осенью мы обязательно приходим в Гостиный двор в самом центре Москвы на ярмарку интеллектуальной литературы нон-фикшн. За это время эта ярмарка стала действительно событием в культурной жизни читающих москвичей. А приходя сюда, кажется, что читающих москвичей становится все больше и больше. Сейчас весь Гостиный двор занят каким-то неисчислимым количеством издательств, крупных, да, у которых ярко украшены их стенды, и небольшими издательствами, заглядывая на стенды которых можно найти действительно драгоценные жемчужины. Мы пришли сюда, и традиционно, когда мы приходим на ярмарку, мы смотрим в самом начале такую небольшую выставку, топ-лист ярмарки нон-фикшн. Там такие столбики-колонны, вокруг которых ты ходишь и фотографируешь для себя на память те книги, которые, может быть, ты пропустил в анонсах любимых книжных издательств, и те, которые можно купить на ярмарке нон-фикшн. Что очень важно, если ты покупаешь здесь, где продают сами издательства, цена должна быть ниже на 20, 30, иногда 40%, и это, к сожалению, не всегда так, но все-таки многие издательства устраивают акции и так далее, и книги можно купить действительно дешевле. Поэтому, когда мы сейчас здесь будем ходить, мы обязательно встретим москвичей, таких профессиональных книголюбов, которые приходят сюда с сумками на колесах. В этом году довольно много нового. У ярмарки замечательный совершенно сайт, и мы вам его очень рекомендуем. Не знаю, сможет ли Маруся где-то здесь прикрепить ссылку на сайт ярмарки нон-фикшн, но вы можете зайти и посмотреть, выбрать для себя книгу. Что еще очень важно для многодетных семей, традиционно на выставку вход бесплатный, но там довольно много льгот, и тоже на ярмарке, на сайте ярмарки это можно посмотреть. Вход для людей, не имеющих тех или иных льгот, составляет 450 рублей, что, наверное, вполне разумно. У ярмарки традиционно огромная программа, выступают и авторы новых книг, и надо сказать, что в этих лекториях, здесь их, я не знаю сколько, 4-5, я все время сбиваюсь со счета, всегда огромное количество людей. И в этом году мы, наверное, не пойдем смотреть детские книги. Обычно, когда мы делаем обзор, мы всегда смотрим детские книги. Но в этом году мы решили сосредоточиться на взрослых и показать ровно те книги, которые мы отобрали для себя и которые мы купим либо себе, либо в подарок близким. Тема этого похода по нон-фикшн – книга «Лучший подарок». Пойдемте, отправимся на их поиски. Мы начинаем наш обзор с двух замечательных книг. Это издательство «Этерна», «Впечатление англичанина о характере и нравах россиян». Здесь сразу 2 тома этих замечательных воспоминаний. И если открыть в середине, я эту книжку уже пролистала, можете впечатлиться объемом текста. Здесь совершенно удивительное описание, например, сразу Москвы. Я часто пытался мысленно представить, как выглядела бы Москва без каменного моста. Возможно, Кремль тогда казался бы более величественным, если бы около него не было такого крупного и высокого сооружения. Однако на деле мост создает прекрасную поддержку ансамблю Кремля с юго-западной стороны от него, и, честно говоря, Кремлю
не хватает похожего контура с юго-востока. Ну, чудесные совершенно описание. Вот. Я шла, думала, что я просто эту книжку полистаю, но придется ее, конечно, покупать. Видите, основание Москвы, детальное описание города, Кремль, Китай, город и так далее. И это воспоминания, еще раз повторю, Роберт Лайелл, 1790-1831 год, годы его жизни, шотландский хирург, доктор медицины, путешествуя по российской столице, вот ее описывают. 1600 рублей стоит один том. Ну, мне кажется, что книжка прям совершенно замечательная. Есть очень популярные сейчас, да, такие альбомы «Мода и нравы» XIX века, костюмы моды Российской империи. А вот эта книжка, я так понимаю, что она новая, по крайней мере, раньше я ее не видела. «Жизнь в поместье. Воспоминания одной русской дамы». Очень интересная история. Я так понимаю, что это иммигрантская семья, оказавшаяся в эмиграции, которые сначала были обнаружены чудные совершенно иллюстрации. Вот, собственно, автор. 82 такие цветные иллюстрации о жизни в русской усадьбе. Смотрите, какие трогательные совершенно картинки. То есть ее можно листать. Например, вот убирают снег, семья смотрит из окна. Вот какой-то, что-то такое, выбор в магазине тканей, и обнаруживает эти иллюстрации, да, автор этой книги обнаруживает не только иллюстрации, но и чудная какая картинка, да, воспоминания своей матери, которые, собственно, в этой трогательнейшей книге и соединились. То есть здесь и история семьи, простите, ради бога, ну вот, и иллюстрации, ну вот, чудно совершенно издана «Жизнь в поместье», новогодняя такая картинка. Если говорить о подарке новогоднем, по-моему, это совершенно да, такой... Шикарная, ну, видите, как я... Да. Ну и тоже, я так понимаю, еще одна новая книжка, тоже на ту же самую, так волнующую современную публику тему. Сейчас посмотрим. А, это старая, простите. А я вот не видела ее, она 2012 года, но тоже на... А из новых, я правильно понимаю, что вот этот альбом... Я могу сказать это одно, новое. Хоть и старая, но замечательная. Замечательная. Я ее купил еще в прошлый раз. Спасибо. В сентябре. Был альбом «Хорошо было жить на даче». Вот, этот чудесный, вот с который начинает эту серию, да. Но его сейчас нет. Сейчас он, ну, он уже, может, даже напечатка закончилась. Библиографическая редкость. Мы будем, ну, допечатывать, если сил хватит. Обязательно. Но вот это чудесное. Всем рекомендуем. Вообще, вот эти две книжки, они вообще уникальны. Уникальное. Ну, вот. Учитывая, что еще сколько у автора не было столько иллюстраций, мы нашли гравюры, мы нашли картины. Это я все сразу. Большой, очень большая работа. А еще согласовать, чтобы эти все иллюстрации можно было. Сейчас это отдельный цирковой номер, потому что у каждой иллюстрации есть владелец теперь. Ну, мы друг друга поняли. Поздравляю вас. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Из книжек, которые удивительным образом до этого времени не были переведены на русский язык, это перевод дневников филолога Виктора Клемперера. Дело в том, что его филологические труды известны, но вот это двухтомное издание его дневников уходит впервые. Ажиотаж, видите, какой у меня за спиной. Люди действительно считают, что, как сказать, ну это прекрасно, когда ажиотаж вокруг книг, это совершенно чудесно. Называется «Свидетельствую до конца». Я возьму сейчас их в руки, 2 тома, то есть можете себе представить, это действительно огромный труд для того, чтобы перевести. Они написаны совершенно особенным немецким языком. Дневники пишутся для себя, проведя и свидетельствуя каждый день зарождения фашизма в Германии. Он пишет дневники для себя, они хранятся у разных знакомых.
знакомых и так далее. И переведены во всех странах мира. Это довольно известный труд. Издает вторая жена. У нас впервые выходит на русском языке. И, как мне кажется, совершенно отстраненные свидетельства того страшного времени. И будет презентация. И, в общем, это такое событие нон-фикшена, эти дневники. Что я купила еще? Книжки Татьяны Дмитриевны Пановой. Сейчас я ее открою, она уже моя. Вот. А книжки Татьяны Дмитриевны Пановой всегда события, всегда я их все собираю, и тайны, и клады, и Татьяну Дмитриевну знают прежде всего как человека, который долгое время работал в музеях Московского Кремля и занимался археологией. У нее замечательно, еще раз повторю, вышли книжки, а это, не знаю уже какая по счету, называется «Иван Грозный, его предки и родня». Да, это тоже издательство Кучкового поля, 2024 год. И здесь, конечно, не только о родне и родственниках Ивана Грозного, но и о многих моментах жизни этого, наверное, самого противоречивого человека на русском престоле, вещи, на которые не обращают внимания. Татьяна Дмитриевна имела возможность видеть, соответственно, и останки Ивана Грозного и так далее, и с ними работать. Здесь написано: Татьяна Дмитриевна Панова полвека проработала в музеях Московского Кремля, специалист в области истории и погребального обряда средневековой Руси. Поэтому довольно много ее лекций проводит. Например, один из самых интересных лекториев в Москве при храме Василия Блаженного. Вот следите за этим лекторием, и каждый год Татьяна Дмитриевна обязательно там выступает. У нас на YouTube мы каждый год делаем обзор, ну и еще экскурсии по Москве и вообще. Да, познакомимся, будем друг за другом наблюдать. Хорошо. Я так понимаю, что это стенд издательства или это саратовского издательства. Саратов – место, где я никогда не была, но сегодня у меня была экскурсия в особняке Рябушинского. И мы как раз обсуждали о том, что какое упущение, что до сих пор до Саратова я не доехала. Но я остановилась около совершенно блестящей изданной книги, от которой невозможно оторвать глаз. Да? Да, Вы как издатель, как, можно сказать, руководитель проекта. Эта книга посвящена саратовскому архитектору Семену Акимовичу Калистратову. Вот она такая замечательная. Семен Акимович Калистратов начинал в Новороссийске. Ну, вот так жизненные обстоятельства сложились, что как бы для своего роста он решил, что ему нужно сменить город, что Новороссийск был тогда слишком маленьким городом. Вот, и нашел, что Саратовская дума приглашает архитектора в город. Ой. И откликнулся на это предложение и приехал к нам в Саратов. И, вы знаете, он украсил наш Саратов одними из самых красивых зданий. Одними из самыми красивыми зданиями. Это дом архитектора, который... Семья, да? Да, это семья чудесно. Архитектора. А здание это совершенно замечательное украшение. Это символ Саратова, Саратовская консерватория. Вот. И на пешеходном проспекте, теперь он называется имени Столыпина, раньше был Кирова, стоит потрясающее здание гостиницы «Волга». Здесь вы можете тоже его увидеть. А также он участвовал в разработке проектов и осуществлял их. У нас был такой проект 1914-16 годы, это школы-дворцы. Я не знаю, где у нас в городах был, но вот у нас в Саратове это было организовано. Школы-дворцы, это гостиница «Волга», кстати. Вот, да. Вот. И по его проекту было построено 2 школы. Ох. Они абсолютно разные. Это проект гимназии Куфельд. Это то, что построено, да? Да, это сейчас в этом здании находится второй корпус Радического музея. 30 рублей стоит календарики. Вот. А это школа, дворец, да. Долгое время она у нас сейчас стояла закрытая. Мы очень рады, что сейчас ее отреставрировали, но, к сожалению, вот сюда не вошла. И это тоже сейчас здание реставрируется. Потому что сейчас выглядит замечательно. Очень рада, что это все происходит в год 150-летия архитектора. То есть в этом году ему исполняется 150 лет.
Ну, во-первых, книга выше всяких похвал, она так интеллигентно издана, и хочется, чтобы не только центральные города, но и провинциальные замечательные столицы модерна, конечно, вот издавали такие книжки об архитекторах, которые, я так понимаю, не только украсили город, но и главные здания сейчас стоят на месте и реставрируют. Смотрите, какая чудная фотография. Правда, видно, что все сделано очень неформально, с большой любовью и с душой. Спасибо вам огромное. Будем... Особняк Рябушинского, я вам могу сказать. Вот он, собственно. Да, вот мы про это сегодня и говорили. Ой, как здорово. Да, смотрите, вот он, особняк Рейнеке, да, который очень похож на особняк Рябушинского. Видите, вот те самые волны, которые мы видим в ограде. Ой, вот тот же самый фриз, правда, который мы видим и украшает тоже особняк Рябушинского. Вот, ну... А сколько вам надо поменять? Очень похожий дом, который Шехтель строит в Саратове. Мы собираемся в Саратов, правда? Ну, потому что все идут с пяти. Русское географическое общество отличается потрясающей совершенно издательской программой. Можно прийти на Лубянку в фирменный магазин, там не только книги, но и всякие разные предметы. Замечательные абсолютно всегда фотографы, выпускают календарь, но вот такая премьера для предновогоднего нон-фикшн. Хотел сказать, что если хотите меня порадовать на Новый год, то вот можете подарить мне такую книгу. Я верю, что муж мой, например, посмотрит этот обзор. Я шучу, я сама ее себе куплю, потому что эта книга мне, конечно, совершенно необходима. Называется «По Первопрестольной со старинной картой. Образы Москвы XVI – начала XX века». И действительно такое очень мощное, ну, в отношении книги, можно же так сказать, издание, потрясающе совершенно издано. Игорь Фоменко занимается изданием, точнее, ну как, текстами и сопоставлением карт Москвы с замечательный совершенно иллюстративный материал. Карт средневековых Москвы не так много, и здесь вот я уже, даже рассказывая о каких-то картах, я понимаю, что у меня были некоторые заблуждения, которые, прочитав эту книгу, это Василий III из летописного свода, я, например, могу развеять. Самый известный план Москвы – Кремлиноград. Карта впервые увидела свет в 1613 году крошечным тиражом благодаря изданию голландского картографа Гесселя Герица. И вот он, Кремлиноград, где утраченный образ средневековой Москвы. Вот обратите внимание, вот она река Москва, вот она Неглинка, вот он с этой стороны Оливизов ров. Если вы не узнали, это Спасская башня с этой стороны. Вот, собственно, Соборная площадь Московского Кремля. Кое-что на этом плане мы можем увидеть. Вот стоит Архангельский собор, Успенский собор, стоит Грановитая палата. И обратите внимание, какой невероятно прекрасный был средневековый Кремль внутри. Он остров. И вот здесь как раз подробное описание, откуда взялся этот Кремлиноград. Интереснейший совершенно план. Ну и планов таких здесь. А сколько всего планов собрано? Не знаете? Но мне кажется, несколько десятков планов собрано. Сейчас мы доберемся до... Да, источники все собрано в одном месте. Да, вот, все это в одном месте. Ну, чудесная совершенно книжка. Потрясающая. И планы, и объяснение контекста. Я даже не знаю, были ли еще такие издания, вот подобные этому изданному, представленному Московским географическим обществом. Да, вот такое сокровище весит, не знаю сколько, килограмма 3, вот, но все это счастье стоит 7500. Если у вас есть москвовед, поверьте мне, эта книга точно совершенно под елочкой сделает его счастливым. Спасибо вам огромное. Я вернусь.
Конечно, большие издательства, их и так невозможно не найти, у них горят лампочки, переливаются, много яркого света. А это Эмили Ран. Я как раз сегодня иду из особняка Рябушинского и у Института мировой литературы Российской академии наук. Совершенно потрясающая издательская программа, рассчитанная, конечно, на публику, которая приходит специально за этими книжками, то есть следят, что выходит. Огромная исследовательская работа идет по разным направлениям, но поскольку предмет моего интереса сейчас Максим Горький, интереснейший сборник, мне кажется, он вызовет интерес и у широкого круга читателей, да, Максим Горький издатель. И здесь Горький издательство «Знания», Горький издательство «Парус», Горький – это издательство «Всемирная литература», на котором мы выросли, Горький и наши достижения, да, библиотека поэта и так далее. Ну вот, действительно интереснейшая книга, читать довольно сложно, действительно нужно быть либо специалистом, либо любителем творчества Горького, чтобы так погрузиться. Вот это самая новая книжка, а вот это вышло в 23-м году «Восток в жизни и творчестве Максима Горького», потому что даже приходя в особняк Рябушинского, мы видим эту колоссальную коллекцию Нецки и Окимано, которые собирает Максим Горький. Вот здесь немножко таких иллюстраций. И понять, откуда вот этот интерес, можно, прочитав вот эту книжку. Я тоже, наверное, однажды ее куплю и обязательно прочитаю. Да, еще книжка одна, я, кстати, тоже ее не видела, может быть, да, тоже 24-го года, «Литературное наследие Михаила Михайловича Пришвина. Контекст отечественной и мировой культуры». Смотрите, какая книжка, коллективная монография. Думаю, что очень и очень интересно. Прямо напротив Эмили Ран находится издательство «Молодая гвардия», которое вы точно совершенно знаете по блестящей серии «Жизнь замечательных людей», которую тоже основывает Максим Горький. Это тоже его детище, и серия продолжается. Это книга Олега Трушина, писатель, историк, литературовед, и книга совершенно замечательная, я уже читала на нее рецензии, и это новинка 24 года, новинка к нон-фикшн, посвященная творчеству одного из самых, например, любимых моих поэтов, творчество Константина Паустовского. Вот если вы любите Паустовского, эту книгу в серии «Жизель» не пропустите. Ну вот, мне кажется, такое открытие для меня нон-фикшна. Вообще участвовали раньше, да? Да, мы участвовали в нон-фикшене уже где-то года 3 или 4. Вот это всегда проблема, когда такие маленькие драгоценные издательства, ты здесь ходишь, ты уже устал, прошел мимо, уже думаешь нет, и пошел дальше. А между тем это издательство Центральной научно-технической библиотеки по строительству и архитектуре. Откуда мы вообще можем знать, да, о том, как строили и как выглядели здания? Это поехать в научно-техническую библиотеку, заказать там, поскольку я немножко работаю тоже в архивах, то я понимаю, какими сокровищами вы обладаете. Давай вот с этой стороны покажем. Да, наш фонд насчитывает более миллиона экземпляров, и у нас большая часть фонда Академии архитектуры была передана в свое время нам уже. Вот, то есть наша библиотека, но она вся разобрана, уникальная. она вся уже или еще в процессе, если передавалась из музея архитектуры, я представляю, какое количество там всякого. Большой фонд, очень огромный. Но все разобрано уже, да, все Да, освоено, все введено да. в обиход. Да, конечно, С ума есть редкий сойти. фонд, есть... Слушай, надо мне Приходите доехать. к нам, ждем. Обязательно. Смотрите, какая красота. Парапеты и балконы, зонты над входами, решетки окон и дверей, заборы, решетки, вороты, перила. Готовые дизайнерские решения. Да, вообще это всегда для меня вопрос, зачем изобретать велосипед, когда поехал, заказал себе вот такое издание, и за тебя уже все придумали, и точно совершенно никогда лучше у тебя не получится. Мне вообще кажется, что что-то случилось со вкусом у людей, которые даже пытаются повторить кованые решетки. Вот такие замечательные элементы мы, например, можем видеть
практически на башнях Московского Кремля, да, такие нарядные, смотрите, какие-то кисточки висят. Мне хочется дойти до балконов, кронштейны Балконы и кресты. очень красиво двери Ой, заоформлены. боже, Это просто смотрите. чудо какое-то, посмотрите. Мама дорогая, смотрите, дверные решетки, они называются ворота. Смотрите, фантастика какая-то, да? Дорогие, ведь кто-то же занимается наверняка, да, вот этими вещами. Сейчас ничего не надо придумывать, есть замечательное, а это лестничное ограждение. Это то, чем мы любуемся и в усадьбах, и любуемся в доходных домах, в том числе и Москвы. Но здесь прямо все необыкновенной совершенно красоты. Чудо чудное. А сколько это стоит, я забыла? 600. 600. Представляете, такой вот подарок. Опять у нас сегодня такая история новогодних подарков. Я, например, была бы на 7 небе. Да и любой исследователь архитектуры, истории Москвы, да не только Москвы, любого, посмотрят на подарки и Да, у нас так и покупают. берут люди на подарки, поскольку вот, ну, когда уже сейчас большая проблема найти подарок тому, у кого все есть. Да, да. У Вот нас уже такого, готовое решение. такого точно нет. Смотрите, и как здорово сделано, да, это не просто какой-то чехол, это Текстильная обложка, да. обтянутый тканью, передвижные расчетные таблицы, военные мосты. Да, Фантастика. Они, смотрите, как в виде логарифмических линеек. На самом деле они могут быть использованы и сейчас, в настоящее время. То есть люди, которые умеют рассчитывать вот эти вот... Да, все эти все эти конструкции. расчеты осуществлять, да, они рабочие. Все таблицы рабочие. Так же, как и вот эти Потрясающе. графики, они также рабочие. Вот, это инженер Ревош придумал для своих студентов такие графики, которые... Для студентов-архитекторов. Ну да, они В облегчали... 1915 году. Да, облегчали студентам Ух ты. решение. То есть действительно работает, Да. можно двигать Двигать вот ниточкой. эту вот ниточку, да, и, вот всё, и рассчитывать какие-то Потрясающе. формулы. Потрясающе. А это сколько стоит? 1500. 1500. Я сейчас куплю в подарок одному человеку, который мечтает стать архитектором. Но и это еще не все. Есть вот такие альбомы, совершенно замечательные. «Москва и окрестности». Не будем даже читать на французском языке, и так все понятно. И здесь замечательные гравюры, которые создаются разными художниками к 1884 году. И здесь, соответственно, виды Кремля, и все это на очень интеллигентной состаренной бумаге, потрясающего качества. Смотрите, Тоновский дворец можно рассмотреть во всех подробностях. Это еще старый каменный мост. Смотрите, мелко, там как будто бы какие-то люди ходят. Да, сейчас мост находится ближе сюда, чтобы вы сориентировались, с правой стороны дом на набережной. Как здорово сравнивать, да, было и стало. Ну, вот я так листаю, Пашковы, да, Пашков дом, невероятной красоты. Это утраты. Спасибо вам большое. Храм Николая Чудотворца на Ильинке. Да, ой, посмотрите, вид Кремля в какую-то, да, в лунную ночь. Ой, слушайте, потрясающе совершенно. Это Красные ворота, да, одна из самых известных тоже утрат Москвы, Триумфальная арка. Сразу мы так удачно попали на Сухареву башню, тоже, к сожалению, утрата. В общем, невероятный совершенно стенд ЦНТБ. Все это СИА, да, приходите, выбирайте подарки. Причем гравюры продаются по одной, они здесь внизу. Из того, что здесь представлено, можно выбрать ту, которая даже повесить на стену. Слушайте, я совершенно поражена и потрясена, что у нас, оказывается, делают репринт таких драгоценных вещей. Спасибо. Вам спасибо огромное. Замечательная серия, я сказала, путеводителей, но потом сразу осеклась, потому что это, конечно, не путеводители. Вообще история, взять книгу, сначала ее прочитать и поехать в страну, и при этом, приехав в страну и увидев, снова перечитать, это, конечно, мне кажется, про ваши книжки. У меня сбилась мечта всей моей жизни, и перед поездкой в Венецию эту замечательную книжку я купила. Я ее прочитала в Москве, я ее читала в самолете, я ее читала в Венеции. Я вернулась, и я ее перечитала. Совершенно
на мой взгляд, абсолютно блестящая. Вот, и чудный совершенно подарок к Новому году. Спасибо вам большое за книжку про Стамбул. Я прочитала половину. Совершенно замечательная. Вот то, что надо для человека, который открывает Стамбул, потому что в нынешнем мире Стамбул это, по-моему, единственное, что останется доступным, да, и по возможности добраться. И многие, когда говорят про Стамбул, говорят, ну, шум, грязь, восточный такой вот какой-то город. На самом деле, даже если бы у нас была возможность ездить только в один Стамбул, мне кажется, наша жизнь была... Там смешалось все, что только можно и нельзя. Да. И книга, с которой, я не знаю, с какой, кстати, серии начинается? Началась все с Испании. Еревана, которого у нас здесь нет. Точно. Да. А у меня есть дома Ереван. Раритетный. Да, раритетный. Но я была на презентации этой книги, я про нее несколько раз рассказывала, имела счастье быть знакомой с Яной Чехановец, лучшим нашим, не только археологом, работающим на Святой Земле, но и человеком необычайного ума. В общем, вот это, если вдруг у вас нет этой книги, даже если вы никогда не собираетесь в Иерусалим, да, или в Японию, или в Венецию, или в Стамбул, это книги, они считаются как беллетристика, правильно? И пускай не пугает археолог, археология в названии, это как бы про жизнь, вот как она сама пишет, что это то, что помогает нам понимать настоящее, вот именно эти находки. То есть здесь такая археология для чайников, скажем так. Это вот про книгу Яны. Ну как придумалась эта серия? Потому что путеводители за последние 50-100 лет, да, переживают какую-то невероятную трансформацию. И вот такой книги, вот такой серии, мне кажется, не хватало. Кто придумал? Это вопрос к нашим издателям, но началось, да, действительно все с Еревана, и именно с авторского взгляда Марка Григоряна на этот город. 2 года назад, да, наверное, она вышла? 20-й, наверное, уже. Уже 4. Возможно, мне кажется, она прям... 21-й, где-то там, да. И абсолютно им оказалось бестселлером, разлетелось, и принято было решение, что, собственно, надо эту историю продолжать. И так появилась Татьяна Пигарева, она не менее потрясающая, чем все наши остальные авторы. Ее слушать тоже можно бесконечно. И, как издатели сказали на встрече, мы издадим все, что вы напишете. Вот абсолютно все. Но она прекрасно вписалась вот в эту канву Еревана. Собственно, еще после Испании утвердили, что ну точно, это серия. Все, это серия. Уже нет да, да. 1, 2, нет 3, 4, 5 плюс Ереван. Это, кстати, нам надо Японию. Мы с тобой все смотрим, проверяем билеты до Японии, поэтому вот эту книжку тоже нам... Евгений тоже интересный человек, который больше 30 лет он там прожил. Он только, как бы человек знает тоже, о чем пишет, у него свой взгляд, он совершал там паломничество по храмам, общался с местными. То есть вот они, собственно, все книги об этом. Не о том, куда нужно классически сходить туристу, когда вы приезжаете там на 3-5 дней в город, а вот о том, что говорят люди, которые там жили, которые этим пропитались, и которые с этим связаны в плане работы или еще с чем-то. Неформальный взгляд – это всегда успех, да, это всегда про любовь. А что дальше будет в серии? Дальше много планов. В планах Вена, если я не ошибаюсь. Афины следующее, наверное, будет сначала Афины, потом Вена. Ну, пока да, вот так. А книжка про Москву будет такая? Вот хороший вопрос. Нужен персонаж, который ее создаст. Может быть, это будете вы. Буду мечтать. Нет, потому что если в ряду этих блестящих городов и столиц не может не быть Москвы. Согласна. Это петербургское краеведение, про Петербург Ой, написано. это... Да. Ну вот а Москва, да, мне кажется, что пожелаю, чтобы не на следующем нонфикшене, а хотя бы через, мы с вами листали. Возможно, да. А какая еще из новых книг? Ну, во-первых, у вас есть совершенно блестящая серия, посвященная коллекционерам. Тоже приоткроем завесы тайны. Наталья уже сдала рукопись новой книги. Да. Ну вот ждем, очень надеемся, что в следующем году мы ее издадим. Ну это, как всегда, будет прекрасно, тут даже не стоит сомневаться. Как она удивительно поймала и жанр, и стиль, потому что все книги о коллекционерах читаются, конечно. Да. И вот, собственно, Андре Марк, который приезжал на прошлой неделе открывать выставку «Неизвестный Щукин», где Семенова была.
Да, вы простите, Бога ради, мы тут немножко записываем. Извините, ради бога, спасибо. Читайте с удовольствием. Спасибо И стихи вам. пишите, тоже не оставляйте. Вот, собственно, Андре Марк и Семенова Наталья выступили консультантами выставки. И вот Андре Марк нам подписал несколько экземпляров. Все имеют эту книгу с его автографом, а я в этот день работала. Вот, даже Мы вас услышали. И у меня, вот, по-моему, все уже показали, похвастались, а у меня был непереносимый такой вот рабочий И день. он еще подписывается Андрей Щукин. Это очень мило. У него потрясающий русский язык, чувство юмора, и это все в нем соединяется вот этим вот щукинским наследием. Он, конечно, потрясающий. И, конечно, прежде чем идти на выставку в Музей изобразительных искусств, вот Марусь, она, вот сага о Щукиных, эту книгу надо купить и уже сознанием дела отправиться. Спасибо Это да. вам огромное. Да не за что вам, Мне спасибо. кажется, гениальная идея для новогоднего подарка, для тех, кто только мечтает о путешествиях. Да даже если вы о них не мечтаете и, не знаю, не собираетесь, это правда действительно потрясающая книга, вот особенно Испания, где смешалось просто вот в этом котле Татьяны Пигаревой искусство, театр, не знаю, кино, там Альмодовар, просто человек, который видел Сальвадора Дали живого, чтобы вы понимали, при совершенно фантастических обстоятельствах. И у меня это пока даже в голову не могу это понять, как это возможно было. Можно осчастливить кого-то на Новый год. Спасибо вам огромное. Спасибо, да. Замечательная серия, пусть И продолжается. Японию, это я запомнила. Вот за моей спиной стоит человек, который придумал эту ярмарку. Василий Владимирович Бычков дает интервью. Мы тоже надеемся еще сегодня его поймать и с ним поговорить. Но именно этому человеку мы обязаны тем, что 2 раза в год мы собираемся на этот невероятный совершенно книжный праздник. Я очень люблю на нон-фикшн за встречу с друзьями и вообще всякими замечательными людьми, потому что кажется, что вся Москва приезжает сюда. Оксана сейчас недобро посмотрела в сторону Василия Бычкова и сказала: да, это тот человек, благодаря которому, да, все наши гонорары остаются здесь, на этой ярмарке. Оксана замечательная моя коллега, она экскурсовод. У нее много авторских, интереснейших экскурсий по Москве, выпускница историко-архивного института, и это уже само по себе знак качества. И дальше да, о том, как проводит экскурсии Оксана, наверное, нет смысла говорить, но Оксана, вы сегодня без... Да, вот я сейчас покажу. Я Она... без тележки, это было опрометчиво. Так, давайте, да, повешу на вас сейчас микрофон вот таким образом. Я буду помогать, а Оксана будет нам... Давайте в обратном порядке В я обратном. покажу покупки. Я купила календарь на 2025 год, но это не просто календарь, это так с прицелом на дальнейшие экскурсии, потому что потом можно будет вырезать и приносить, показывать. Вот, Это Царствие, Эрмитаж, да, это Эрмитаж, издательство Эрмитажа, такой прекрасный календарик. То есть все с пользой. Я такой не видела. Сейчас я покажу, Пойду где. щас искать. Так, У них там держи. мало осталось уже их. Ну, мое любимое издательство «Слово», там можно купить все, но это нужен спонсор. Поэтому я купила сегодня вот Стамбул, чтобы в следующий раз, когда я туда поеду, Ура. я была бы более подготовлена. Замечательная Да, просто книжка. прекрасная Я ее книга. уже до половины прочитала. И вот эта серия, мы как раз с ними сейчас про Отлично. них. Давайте, Оксана, Так, буду да. держать. Так. Так, здесь что-то такое прям... Ой, да. Здесь Давайте все так. для экскурсии, как вы понимаете. Ну, большинство. Это такое прекрасное издательство Российской государственной библиотеки. Вот когда экскурсии проводишь, рассказываешь про парфюмеров наших дореволюционных, шоколадье. Ох, И вот, класс. вот эти плакатики, они стоят всего по 150 рублей, дорогие коллеги. Имейте в виду, сейчас дороже распечатать где-нибудь и заламинировать что-либо. А вот РГБ выпускает такие прекрасные плакаты. Кстати, СИУ, знаменитое печенье, Да. это же
тоже к 300-летию Дома Романова. Ну, Оксана молодец, у нее много иллюстративного Я материала. обожаю, да. Держу. Поэтому вот тележка как у Маши. Спасибо большое, Маша. Это был лучший выбор из всех, которые я видела. Мы с Оксаной водим экскурсии, таща за собой тележку на колесах, откуда, собственно, вот это все Все, да, достается. Вот это можно катать, я не знаю, узнают ли Да, зрители, давайте. что это за здание. Но Не поскольку будем с той подсказывать, стороны- да? Да, с той стороны ответа не будет. Это Ладно, Маша расскажет. Гостиный двор, совершенно неузнаваемый, правда? Держу. Издательство научно-технической библиотеки. Представляете, совершенно чудесное они делают вот эти вот. Оксана, мы идем теми же тропами, потому что мы только что тоже... Там были около Да, библиотеки. были А это как раз. узнаете? Конечно. Самый центр. Держите, вот эта книжка, замечательный план изъяснения к проектированному плану столичного города Москвы. Это там же. Раскроем, покажем. А мы уже его смотрели. А вы уже смотрели, да. отлично. А еще А. вот такую купила. А у меня, это репринт, а у меня есть Да. издание какого-то там 70 какого-то. Да, это 70 какого-то, но у года. меня теперь Да. есть репринт. Так, что тут у нас? Купил столько, что уже забыл. Нет, ну это я не буду показывать, пусть это останется за кадром. Пусть это будет сюрпризом к следующим экскурсиям. Договорились. Ну, это прекрасно. Про да. Торксин я рассказываю в ГУМе, поэтому вот эта книга будет мне в Академия помощь. советской индустриализации. Эту книжку, про нее я собиралась тоже Да? рассказать. Оксана меня опередила. Елена Осокина. Это лучшее, действительно, что написано о Торксине. «Время Торксина» она и называется. Ее я тоже рекомендую на экскурсиях. Надо же, Держу. я интуитивно. Очень хорошая. Вот такой еще книга. Дворянская семья, культура общения. Прекрасно. Алина Шокарева и катастрофа Московского царства. Это замечательно. Сергей тоже Шокарев. Не читала и даже не видела. Это про смутное время, да? Да. Замечательно. Сейчас, это смутное время, а сейчас в музеях Московского Кремля есть прекрасная выставка, идет про эпоху дворцовых переворотов после Петра Первого. Всем рекомендую. Маленькая, но очень интересная. Да, она такая очень емкая. Так, боже, Оксана. Да, ой, Мария. Как говорит моя подруга, мы столько не зарабатываем, сколько тратим на книжки. Вот я прочитала краткую историю человечества, но вот это такое продолжение темы. Очень мне эта книга понравилась, есть о чем там поразмышлять. Если не читали, рекомендую. Это уже не для работы, что называется, но это мы с Марией купили, да. Замечательно. Но я купила еще вот как дополнение. Какая-то будет экскурсия по Ивану Грозному. Нет, это в принципе Ну вы как историк не для всех экскурсий, да, полезно. Это все. Это все. То есть мы вас сейчас проводим к выходу, потому что иначе вдруг вспомнится. Давайте помогу. Невозможное счастье каждый год Да. приходить на, правда? Да. Кто-то- Это очень заряжает Кто-то энергетически. покупает билет в Большой театр, кто-то покупает себе новую шубу, а кто-то откладывает средства и приходит на... Так, я так стою здесь, держу ваши Ничего, пусть сокровища. стоят для глаз. Да, приходит на нон-фикшн, и даже если ставить-то уже некуда, правильно? Ставить некуда, это уже на полу, рядом с книжными шкафами растут стопочки, на диванах, рядом со стульчиками. Причем прочитать в ближайшее время, прочитать летом, прочитать в отпуске. Но это, конечно, такой стиль жизни, когда книга, которую даже ты никогда не прочитаешь, но ее все равно невозможно не купить, да. А Это вы радость. А вы дарите книги? Я периодически разбираю их, что-то отдаю в библиотеке, что-то дарю, что-то опять на полочку отправляется. Ну вот Да, книга- такая ротация идет. Книга как Да. новогодний подарок. Да, это хорошая такая тема, хороший подарок. И книга, и календари хорошие, и записные книжки, блокнотики. Вообще все печатная продукция. И в магазины, канцелярии тоже пускать никого нельзя. Как горит С взгляд. деньгами, да. Оксана, спасибо огромное. Я Была- очень я рада тоже была. очень рада Почему-то неожиданно незапланированно мы столкнулись так плечами, когда подходили и смотрели одну книгу. Рука потянулась Да, к одному да, и тому да, же.
Пусть пожелаю, загадаю, чтобы весной на нонфикшене мы опять так же встретились. Да, Сейчас же и смогли купить этот шикарный альбом, позволить себе, да. говорите. Это будем теперь о нем мечтать. Вы же его сняли, показали. Конечно. Значит, Я уже люди сказала- понимают, о чем речь. Я уже сказала, те, кто посмотрит, пусть покажет моему мужу, но потом Намек. удрученно сказал, что, видимо, я куплю его себе сама. Жалко, не предстоит никакой юбилей, но это, конечно, гениальная книга. Шикарно, издана прекрасно, Мечта. такая бумага просто. Да. При входе на ярмарку в центре есть два стенда. С этой стороны небольшие независимые издательства, а с обратной стороны регионы. Это очень здорово. Раньше региональные издательства мы могли увидеть только на книжной ярмарке на Красной площади. А в этом году и нонфикшену они выделили. И там вот есть отдельно Челябинск, Грозный и так далее. Не пропустите тоже, что происходит в других городах. Очень интересно посмотреть. А я продолжаю тему книга «Лучший подарок». И вот такую чудную книжку выбрала на Новый год одному из членов моей семьи, юному, который мечтает стать архитектором. Книга издана в 2014 году. Да, то есть это распродается тираж. К сожалению, это издательство уже не занимается издательством книг. Это абсолютно совершенно фантастический по своей красоте. Смотрите, какой переплет, да, текстильный. Такого сейчас уже вообще не делают. И это удивительная книга «Архитектурное путешествие из Петербурга в Москву». Здесь не только железнодорожные мосты, вокзалы, но и миллион разных фотографий, схем, планов и прочее, чертежей, да, например, вот такой вот, это Киевский вокзал, если я не ошибаюсь. Вот такая чудная книга. Здесь лингвистика, под флажком лингвистика. Можно ее купить. Еще раз повторю, это 2014 год, альбом эскизов и фотографий. Книга чудесная. И еще раз повторю, тираж распродается. Издательство «Гараж». Почему издательство? Музей «Гараж» в центре парка Горького имеет прекрасную издательскую программу. И книжка, за которой я пришла, и которая буквально вчера приехала из типографии, называется «Дом вдали от дома». У нас сегодня уже вторая книжка, посвященная Стамбулу. И это Екатерина Айгюн. И я вам прочитаю здесь сразу аннотацию. Она пишет раскрывает неизвестные аспекты жизни и творчества художников, скульпторов и фотографов-иммигрантов из бывшей Российской империи, поселившихся в Константинополе в 20-е и 30-е годы. Вот эта тема меня очень интересует, я бы даже сказала, волнует. Здесь много личных историй, много иллюстраций, много фотографий, много всего того, о чем, например, мне, приезжая в Стамбул, хочется побольше узнать. И гуляя по этому городу, удивительная книга, замечательная совершенно. Вот «Дом вдали от дома», про Стамбул 20-30-х годов, издательская программа «Музей Гараж». И тоже относительно новая книжка «Дом-эксперимент» про дом наркомфина. Гараж занимается исследованием дома. Но вот эта книжка, сейчас я со своими мешками, она, в общем, я думаю, есть у всех, кто интересуется конструктивизмом и необыкновенными домами в центре Москвы. И вот в подкреплении этой книжки в этом году сделали календарь и вот такую детскую книжечку «Дом-эксперимент». Смотрите, как здорово. И разговор с архитектором, наши удивительные соседи. Вот такая новая книжка, тоже 2025 год, Музей современного искусства «Гараж». Не пропустите, мне тоже кажется, что это чудный совершенно подарок. Хочется сказать, умному ребенку, наверное, любому ребенку, которому мама готова эту книжку прочитать.
И, конечно, всегда я ищу дневники, и дневников сейчас создается очень много, и издательство «Новое литературное обозрение» представило на этом нонфикшн замечательный дневник Любови Васильевны Шапориной. Она создательница первого в Советской России театра марионеток, художница, переводчица, и этот ее дневник публикуется впервые. Она ведет его с 20 по 60 год, и мы сейчас как раз вот просто открыли на любой странице. 1917 год, 1 марта. Старая стала, на улицу не тянет. Я, пожалуй, завистью смотрю на курсисток, разъезжающих на революционных автомобилях. Хочется или дела, или тишины. Хочу записывать дела наших дней. Пусть будет очень любопытно прочесть через 5 и 10 лет. Да, переживая эпоху перемен, а мы с вами тоже живем в эпоху перемен, хочется предложить вам прямо сегодня начать вести дневник тех событий, которые происходят. И действительно, и через 5, и через 10, и даже через 20, и через 50 лет будет очень интересно все это прочитать. Вот двухтомник на стенде издательства НЛО. Замечательное совершенно такое мемуарное чтение, дневниковое для зимних каникул. Мне кажется, просто идеально. А на каком канале это будет? В издательство, да, на самом первом. Издательство Елены Шубиной, видите, всегда много людей, невозможно так здесь нам устроиться, чтобы не снять чью-то спину. Я пришла за воспоминаниями. Это Елена Холмогорова. Смотрите, какая чудная обложка, не дрогнувшей рукой. Открывая аннотацию, мы читаем биографию мечты, книга о детстве, о необыкновенной московской семье, об отце-поэте, дедушке-художнике и дяде-музыканте, о дружбе, влюбленностях и так далее. И оглавление в объятиях Садового кольца, по Минскому тракту и так далее. Ну, прочитаю вам просто начало. Папины родители обитали в массивном девятажном северном доме, кооперативе советских композиторов, построенном в 1939 году. Говорят, по замыслу архитектора дом предполагалось украсить выступающими изображениями, арф и так далее, но уже в ходе строительства их изогнутые формы стали разрушаться, и остались только струны. Правда, достаточно вот этого фрагмента, чтобы эту книжку воспоминаний Елены Холмогоровой купить. И еще, мне кажется, чудный подарок на Новый год и на Рождество. Уверена, что вы знаете Майю Кучерскую. Она замечательно сделала пересказ Библии для детей. Это, наверное, по моему мнению, скромному мнению, лучший пересказ детской Библии. Здесь ее тетю Мотю, может быть, вы читали. А это святочные рассказы, точнее, не святочные рассказы, «Случай на маскараде», ну вот портрет Кучерской. Вот эту книгу, ну и как и все то, что пишет Елена, мне кажется, можно без всякого сомнения рекомендовать и дарить на Новый год или на Рождество. Вот еще одна книжка, без которой, мне кажется, невозможно уйти с нынешней нонфикшн. Издательство «Индивидуум», и называется «Разговор с композиторами». Автор этой книжки Алексей Мунипов, он с 90-х годов берет такие очень интересные, длинные, вдумчивые интервью с композиторами. Здесь в аннотации, что у нас написано, да, пишет о музыке с 96-го года, основатель школы внимательного слушания и музыкального сообщества «Фермата», ну и так далее, и так далее. И здесь среди композиторов, имена которых, может быть, вам ничего не скажут, есть и классики современной музыки. Видите, открывается эта книжка, это серия интервью с Софьей Губайдулиной, и действительно прекрасный Дмитрий Курлянский, какие-то совсем молодые композиторы, но имена которых мы уже знаем, и довольно длинный разговор, да, где можно
ну, например, ну, вот почему, скажем, Гершвина относят к миру мюзикла, а Курта Вайля к академической музыке, да? Или, например, как вы все успеваете, у вас громадный список работ, причем во всех жанрах на свете, опера, кантаты, симфонии, оратории и так далее. Мне кажется, что эта книга будет интересна, знаете, какая она толстая, замечательно ее держать в руках. Интересно будет людям, которые интересуются современным миром музыки, но и люди, которые любят длинные подробные интервью с интересными людьми. Вот здесь все эти разрозненные интервью собраны в одну книжку, и это, конечно, совершенно замечательно. Ну вот, что есть современная музыка сейчас, на чем она вообще зиждется. И эту книгу собрал Алексей Мунипов, тут 20 интервью с ведущими, на его взгляд, ну и, наверное, на мой взгляд, композиторами советского и постсоветского пространства. Ну вот один из отзывов на эту книжку. Еще раз повторю, издательство «Индивидуум». Мне кажется, очень-очень интересная книга. Стоим по соседству с Юрием Нарштейном. Вот он за моей спиной. Марусь, сними. Как приятно. Даже просто постоять. Юрий Нарштейн – это такой талисман ярмарки нонфикшн. Иногда он бывает туда ближе ко входу. И я удивляюсь, как он не устает от того количества любви, которое на него изливается, потому что каждый хочет признаться ему в любви. Сейчас еще многие рассказывают, что вместе с ним путешествовали по Венеции после известного фильма. А я хочу показать одну из самых жизнерадостных книг, которую обязательно надо купить на нонфикшн. Издательство «Красный пароход». Чудно совершенно издано. Посмотрите, какая полиграфия. Ну, Татьяну Маврину, художницу, я думаю, что не нужно представлять. И эта книжка, вот она прям совсем новая, она рассказывает здесь разные иллюстрации, картины о Москве. Да, она была одним из художников группы 13 и так далее. Но помимо текста, к своему стыду не знаю, кто его написал, здесь еще есть письма Татьяны Мавриной, которые раньше не публиковались, фотографии ее круга, да, ее друзья 20-30-х годов и их портреты. Я как-то удачно так вот здесь перелистнула. Те люди, которые составляли круг художников, да, вот замечательные совершенно, мавринские, очень теплые, совершенно особенные портреты. Вот. Ну вот такая чудная книжка не только для любителей Татьяны Мавриной, но и для любителей Москвы. Обязательно нужно ее унести с собой, что, собственно, я сейчас и сделаю. Две замечательные книжки, которыми мы завершаем сегодняшний обзор. И мы, когда пришли, как раз была презентация этой книги. Удивительно, когда ученый, который всем известен, выступает совершенно с иной, точнее, его можно рассмотреть совершенно с иного угла. И вот здесь тоже обзор. Эта книга открывает новые грани личности удивительного энциклопедиста, исследовавшего 26 направлений в науке и практике. Ну, таблицу Менделеева мы знаем. И он, например, разрабатывал проекты в сфере переработки углеводородов, замещения заводов, дровосеяния, повышения производства сыра и так далее. Ну и экономическая независимость России, как представлял ее великий ученый, это, конечно, очень, мне кажется, очень интересно. И выставка, точнее, книжка о Москве, тоже совершенно новая, гастроли и трофеи. Как меняли выставки, как меняли скульптуры и памятники, которые делаются к выставкам, как они меняют облик города. Соответственно, такая аннотация. Москва 30-х, 60-х годов. Огромное количество фотографий. Естественно, заглавная тема это ВДНХ, но и не только. Издательство «Бослен», всем любителям Москвы и истории довоенной и сразу послевоенной. Вот эти две книжки мы от всей души рекомендуем.
Чудесная книжка, которая не была издана специально для нонфикшн, она 2017 года, но еще раз продается тираж, хотела я вам про нее рассказать. Это издательство, которое называлось Rip Holding, сейчас оно называется Design Book. И книжка, смотрите, как замечательно оформленная, «Город Серебряного века. Пространство города в русском изобразительном искусстве и литературе Серебряного века». Вот для тех, кто любит изучать городское пространство, рассматривать фотографии. Здесь не только Москва, хотя вот Хитровский рынок в Москве. Кто любит рассматривать вывески, вот такая глава «Толпа мегаполиса первых десятилетий 20 века», например, или вот замечательные, да, иллюстрации. Здесь все перемешано. Двери, ворота и арки в пространстве огромного города. Узнаете, это как раз дом ученых на Причистенке, ну а здесь уже Петербург. Очень здорово смотреть, да, рассматривать историю Серебряного века на фоне города, на фоне, не могу оторваться, замечательные совершенно иллюстрации, но это Добужинский, которого, конечно, все узнали, а это вот, это что за дом? Ну, да, дом, понятно, дом на Арбате, дом Панюшева и дом под рыцарями, сразу два дома, на которых хочется остановиться. Ну, вот такая чудная совершенно книга. И стоит она очень умеренно, поскольку не новое издание, 1500 рублей. Если мне такую книгу подарили, я была бы совершенно счастлива. Ну что, дорогая Лена, издательство Lingua F, чудные книги о Москве. Мы, по-моему, про все рассказываем. И есть новинка, да, у меня совершенно загорелся взгляд, потому что, во-первых, чудная совершенно, даже я первая, Лена, видите, я выхватила у вас из рук замечательные рисунки, и это был сам издат, да, выходили книжечки. Ну да, авторы самостоятельно их выпускали, вот, а сейчас вот у нас в издательстве они предложили, издательская программа правительства Москвы поддержала эту книжку, здорово, что тоже очень приятно. Для меня было важно, что это московские авторы, да, и художник Татьяна Малюсова, Юрий Буллер, люди всю жизнь прожившие в Москве, трепетно ее любящие, и поэтому кажется такая вот... Родные места, это все начинается от площади Причистенских ворот, конечно, Гоголевский бульвар. Ой, не могу, какие замечательные совершенно иллюстрации. Это дом, где жил Константин Тон, ну вот здесь как раз про это и написано. Мне кажется, такую книжку прям хочется взять блокнот и отправиться в прогулку по бульварам, да, и с зарисовками уже какими-то своими, да, то есть, ну, очень здорово. Поскольку скетч-прогулки сейчас вообще модный такой формат, вот, да, я думаю, что даже летом мы специально попросим Татьяну провести такой вот целый цикл скетч каких-то вот мастер-классов, и уже договорились, в Тургеневской библиотеке сделаем выставку. Нам скучно просто книжку выпустить, мы сразу к книжке должны сразу какой-то целый шлейф, вот, потому что, конечно, приятно, когда такие книги стимулируют к творчеству. Не говорите, у вас чудный календарь, очень необычной формы. Я всегда такие календари вешаю на дверь, вытянутые. Он Алены вытянутый. И там есть и тексты. Да, тексты, вот поскольку у нас тоже с Аленой сложились просто такая любовь и дружба прекрасная. Вот да, вот Алена. Прекрасная. И видно, какие мы иллюстрации взяли. Это все новые, вообще она тоже все неутомимый новые, художник. Да. Вот. И важно, что к каждой картинке идет текст. Мы в прошлом году, например, одной семье я подарила календарь, а они мне потом говорят, как мы тебе благодарны. Дети выросли, очень сложно куда-то выбраться вместе. А вот благодаря твоему календарю мы каждый месяц всей семьей готовим прогулку. Каждый член семьи узнает про какие-то дома, интересные достопримечательности этой локации. И они в начале месяца отправляются все вместе гулять. Это у меня была мечта сделать отрывной календарь. Эффект. Просто каждый один день, один московский дом или какое-то событие. Но это
Ну, это просто произведение искусства. Мне кажется, вот из серии Алёниных календарей, да, такого Да, но это большая значительного- картинка, то есть она позволяет потом сделать из них Украсить. постеры, да, украсить какие-то дверь где-то, пространства. Или наоборот. Вот. Лен, мы думали пробежаться по нон-фикшн. Но она вас засосала. Она нас засосала, у нас опять садятся микрофоны и так далее. Но очень хочется успеть услышать ваше мнение, да, потому что выставка меняется, выставка и вам, как Конечно. человеку, который видит изнутри, вот расскажите, как она меняется и что нового в этом году. Ну, я действительно рада, потому что у нас издательству 20 лет, и мы все эти годы участвуем в нон-фикшн. И всегда приятно, что ярмарка развивается. Да? То есть каждый год ярмарка готова порадовать посетителей чем-то новым. В этом году большая литературная программа, международный литературный форум проходит, и приехали авторы из очень экзотических для нас регионов. В общем-то, это такие настоящие открытия имен происходят. Отдельно структурирована хорошо молодежная программа, что, мне кажется, тоже очень важно и интересно. Меня заинтересовал раздел «Сегодня в городе», да, который рассказывает о параллельных культурных событиях, которые происходят в Москве. Потому что понятно, что часто люди приезжают из других каких-то городов, и для них это тоже важно, ну и повод привлечь москвичей тоже к каким-то событиям. Отдельно появилась целая улица региональных издательств. Там, где всегда стоит альянс независимых издательств, там появился целый блок тех, кто приехал из региона. Приехало очень много издательств из Питера, что тоже приятно, и новые издательства появились. Соответственно, ярмарка, она как бы расширяет, да, вот это представительство и разнообразную культурную повестку. 400 участников в этом году, 13 тысяч новинок, это просто смерть читателей. 13 тысяч новинок. Боже, да. Маруся, мы уходим срочно. Да, я тоже, когда прочитала эту новость, да, сказала семье без елки И без оливье. да, и без оливье. Но зато с прекрасными книжными покупками, в общем-то, потому что ходишь и постоянно думаешь, ой, вот это подарок, да, Ужас, то есть тут прям ужас. можно хорошо подготовиться. Абсолютно. И еще, помимо того, что столько действительно книг, которые ты не видишь, выкладка в книжных магазинах, она все-таки особенная. Ну, книжные магазины, понимаете, все-таки надо быть честным, им очень удобно работать с монополистом рынка, да, и в книжных магазинах зачастую не представлены небольшие издательства, которые тут как раз вот Здесь все их есть. праздник. Ну и потом, конечно, цены, да, по издательской цене, да, возможность абсолютно. купить книжку, это, ну, как минимум на 60-80% дешевле, чем ты купишь ее в И магазине. в этом смысл нон-фикшн, поэтому я всегда не могла понять, когда мы видим представленные книжные магазины с их ценами, да, сюда во многом москвичи, мы сейчас с Марусей отдельно снимали людей, которые с тележками. Это профессионалы ярмарки нон-фикшн, которые ходят с чемоданами, а потом очень много, конечно, публики, которая прям подробно прорабатывает весь список, потому что вот нон-фикшн чем отличается, она собирает со всех издателей списки литературы, которые будут представлены на ярмарке. В принципе, какой-то труд. это единственная ярмарка, на которой вы можете вот, действительно по названию, по автору найти книгу и быстро сориентироваться. То есть она все время думает, я знаю, что команда все время думает о навигации, да, для публики. И в этом году вот эта тропа интерактив, да, тропы придуманы. Да, тропы. Я считаю, что это очень Да. отлично. Интерактивная карта, да, то есть карта самого вот приложения Можно с картой. пожелать, чтобы на будущий год была тропа для любителей Москвы, чтобы она была Конечно. проложена между издательствами, и книги о Москве тоже были собраны. Тоже были вот в объединены, такую да, в какой-то навигацию. маршрут. То есть этих маршрутов может появиться больше. Да, Да, это да. первая проба, и я уверена, что эта тема очень понравится и посетителям ярмарки, и издатели тоже всегда открыты вот, помочь, да, организаторам составить какие-то навигационные маршруты. Лен, нет предела совершенству. Что бы вы хотели, чтобы появилось? Следующий нонфикшн мы с Марусей уже посмотрели, будет в апреле.
следующего года, вот что бы хотелось даже не пожелать, а даже не знаю, как что-то сформулировать, и вдруг Что пожелать ярмарке? Ну, конечно, развитие, да, и это такой очень сложный мир, да, который ухитряется объединиться, да, вот в рамке ярмарки нонфикшена. Пусть это объединение только крепнет, и у людей будет и участников, и гостей всегда вот этот позитивный такой и настрой, и радость, да, вот от встречи с друг другом, от встречи с книгой, с новыми Как раз книгами идет человек и с чемоданом. авторами, да. Вот, это наши профессионалы. Профессионалы. Вот, да. А мы, как читатели, можем только пожелать, чтобы ярмарка жила, потому что каждый раз я думаю, ну я не поеду. Меня еще подвел мастер, который должен был мне увеличить Нарастить полку, стеллаж, нарастить. да, Он, да, он да. пропал совершенно. Если вдруг, Анатолий, вы сейчас нас посмотрите, то я совершенно не понимаю, что происходит. Вот, и я думаю, я не поеду, у меня уже есть все, я никогда не прочитаю. Но вот это традиция приехать на книжную ярмарку и купить, мы уже сегодня обсуждали это с коллегой, даже то, что, может быть, будет пролистано, но не прочитано, но вот этот процесс встречи с книгой, это та вещь, которая, например, меня делает абсолютно счастливой. Конечно, но сейчас мы с вами, Маша, устроим встречу с книгой. Вот я не могу вам не подарить. Напросилась. Нет, ну Спасибо, конечно, спасибо. это ваши родные места, бульвары. Не говорите. Потом бульвары — это такая вообще романтичная, конечно, прогулка Очень. всегда. И даже когда куда-то спешишь, и есть выбор или пройти тротуаром, или бульваром, конечно же, пойдешь бульваром. Всегда. Да, это вот даже не обсуждается. Берем книжку издательства «Лингва Ф» и идем гулять по Бульварному кольцу, ну и мечтаем о встрече через полгода. Сейчас время летит так быстро. Новый Да. год, пост и все. Да, и уже ярмарка. следующий нонфикшн, да, будем готовить новинки. Все боялись, что не будет рынок успевать, да, за это время, за полгода чем-то радоваться, так вот Еще как читать. успевает. Успевает, в общем-то, это только стимулирует, хотя статистика, с одной стороны, вроде бы как жесткая, даже не в пользу книжного мира сейчас, Но он да? растет. Вот это Но все равно он продолжает жить, расти. Мы с вами и- весной вот с этой точки начнем, потому что Да. для меня это парадокс. Растет цена на бумагу, говорят, На что люди не 40% на 40 выросла люди не печать. читают, а новинок все больше, и народу на ярмарке Ну, и, очень кстати, много. Маша, читатель молодеет, да, уж кажется, вот Да. краеведение такое направление, многие говорят там, ну, наверное, только люди в возрасте им интересуются. Ничуть нет. Я думаю, что вы по своим экскурсиям это Абсолютно. тоже видите. Вот у меня сегодня была экскурсия, я смотрела, что в основном девушки 30 лет. И это вот та жизнерадостная нота, на которой мы завершим. Приглашаем всех на нонфикшн еще целых Конечно. 3 дня, пятница, суббота и воскресенье. И настаиваем, у нас девиз в этом году, что книга – это лучший подарок. Конечно, Правда? я абсолютно с этим согласна. Вот, тем более еще такой удобный график работы. Да. Все приходят и говорят, хорошо, что ярмарка до 9 вечера, да, работает. Да. Пятницу и субботу до 9. Гениально. Вот, воскресенье до 8. До Поэтому встречи. надеемся, что все успеют. До встречи на нонфикшн.